Привет всем! Осенью 2018 года мы купили новую стиральную машинку Hansa. Полное название смотрите в описании. И сразу сняли видеообзор этой стиральной машины, которую вы можете увидеть у нас на канале. Это видео вызвало большой интерес. Появилось много комментариев, много ангажированных комментаторов, которые писали, что эта машинка у нас сразу сломается и необходимо было покупать другой бренд. Сейчас вы увидите, что стало с этой машинкой спустя 1,5 года и услышите ответы на самые часто задаваемые вопросы. Привет, с вами Крюкова, меня зовут Алексей, поехали! Машинку вам подарили для рекламы? Нет, машинку мы приобрели за свои скромные 28 500 рублей. Пользуемся вот уже 1,5 года, семья у нас из 5 человек. Не разочаровала? Мы посчитали, что в неделю у нас происходит в среднем 5 стирок. Это значит 260-300 стирок в год. На данный момент машинка у нас уже 1,5 года, соответственно, где-то 400 или 500 стирок она уже произвела. Как выбрать стиральную машинку? Ольга очень серьезно подошла к выбору стиральной машинки, изучила огромное количество информации и выбрала машинку идеально подходящую для нас. Своими знаниями в максимально сжатом виде она поделилась видео, как выбрать стиральную машину. Что нравится в машинке? В машинке нравится многое. В первую очередь большая загрузка. Загрузка 8 кг вместо 3,5, как это было в нашей прошлой машинке, это очень удобно. Барабан редко бывает полный, даже в нашей большой семье, но теперь нет опасений, что что-то не войдет. Постирать можно все, и верхнюю одежду, и несколько комплектов постельного белья. Очень нравится функция пар. Если после пара хорошо развесить вещи на сушилке, то их не надо гладить. Нравится, что у этой машинки отжим 1400 оборотов. Правда, мы ни разу им не пользовались. Обычно мы отжимаем на 800 оборотов, бережем ресурс. Но нас устраивает, вещи практически сухие. Вы замечали, если белье после стирки долго останется в барабане, то оно приобретает неприятный затхлый запах. В этой машинке таймер устанавливается на окончании стирки. Когда мы ставим стирку на ночь, мы обязательно ставим таймер на время пробуждения и получаем свежевыстиранное, хорошо пахнущее белье. Программа очистка барабана нагревает воду до 90 градусов и моет барабан и дезинфицирует его. Промывать барабан нужно где-то раз в месяц. И мы всегда это делаем либо после стирки особо грязных вещей, либо просто по расписанию. Автоматическая дозировка стирального средства. Удобно ли это и хорошо ли отстирывает? Автоматическая дозировка стирального средства — это очень удобно. В нашей машинке есть 3 варианта дозировки моющего средства и 1 вариант для ополаскивателя. Например, небольшая доза рекомендуется для загрузки до 3 кг. Используется 22,5 мл стирающего средства. Средняя доза для загрузки белья до 5 кг используется 30 мл. И самая максимальная большая доза для загрузки от 6 до 9 кг и используется 37 мл стирающего средства. Доза ополаскивателя каждый раз составляет 22,5 мл. Отстирывает машинка очень хорошо. Мы всегда стираем на той дозе, которую нам рекомендует наша машинка. И всегда вещи очень хорошо постираны. Кроме того, благодаря автоматической дозировке у нас всегда чистый лоток. Если предстоит какая-то очень серьезная стирка и мы переживаем за результат, можно досыпать сухой порошок при помощи специального устройства. Каким моющим средством пользовались раньше? Каким сейчас? И что нравится больше? Нас сейчас сразу же обвинят в рекламе, но я не знаю, как по-другому можно ответить на этот вопрос. Мы всегда стараемся брать Ариэль, но покупаем любые стиральные средства, которые в данный момент со скидкой. Как работает функция докладывания белья во время стирки и зачем она нужна? В самом начале стирки, когда еще барабан не полон воды, вы нажимаете на паузу и держите 10 секунд. После этого машинка останавливается, и вы можете открыть дверь и доложить это белье в машинку. Делать позже это уже не получится, потому что машинка, когда барабан будет полный, дверь просто не откроет. Нет функции отжим? Да, в этой машинке нет отдельной функции отжим. То есть, если вы постирали и вас не устроило, как машинка отжала белье, ее нельзя заново поставить на функцию отжим и досушить. Эта функция включится только вместе с полосканием. Наверное, если бы отжим был отдельно, это было бы удобно. Но вот ее нету, и мы прекрасно без нее обходимся. Для нашей семьи это не проблема. Насколько сильно шумит машинка? Давайте проверим уровень шума. Для чистоты эксперимента я на свой телефон скачал программу для измерения шума и вот кладу ее на машинку. Сейчас вы можете сами послушать, как работают сигналы машинки, замок закрывания люка и насос для наливания воды. Какие у вас любимые программы? Наша стиральная машинка Hansa обладает арсеналом из очень многих программ. Все эти программы нам подходят, все они нам нравятся. Стиральная машинка выбиралась с учетом именно этих программ. Но, естественно, есть программы, которыми мы пользуемся чаще, а есть программы, которыми мы пользуемся реже. Из самых часто используемых программ, конечно, в первую очередь, это программа ежедневная стирка.
Ну, она имеет такое название, да, ежедневная стирка. То есть она подходит практически для любой одежды, для любых вещей. А вторая наша любимая программа — это программа Хлопок. Эта программа, наверное, самая ответственная. Она стирает большое количество белья. То есть по этой программе машинку можно загружать полностью до 8 килограмм. Очень хорошо отстирывает, стирает долго. И плюс к ней добавляются все опции, которые есть в этой машинке. И третья программа — это программа экспресс-стирки. Как раз это полный антипод программе Хлопок. Это очень простая программа. За 15 минут она освежает белье. И мы ее используем чаще всего для полотенец. Многие нас спрашивают, как мы можем большой семьей пользоваться полотенцами одного цвета. Очень просто. Каждый наш член семьи знает, что после того, как он вытерся, он должен бросить свое полотенце в стиральную машинку. И вечером мы ставим нашу машинку на программу экспресс и получаем чистые, хорошо пахнущие полотенца. Как я уже сказал, не ко всем программам подходят все опции. Но для того, чтобы удобнее было разбираться, для этого есть вот такая табличка, которую мы повесили прямо у себя в ванной комнате, чтобы можно было в любой момент взять и посмотреть, что к чему можно добавить. И смотрим, что, например, да, программа Хлопок стирает нам при температуре 40 градусов. Мощность отжима, скорость отжима 1400, но мы никогда такой не ставим, мы ее уменьшаем. Максимальная загрузка 8 килограмм. Из дополнительных функций в этой программе можно использовать все, что угодно. И предварительную стирку, и сокращение времени, и дополнительное полоскание. Также в предварительной стирке порошок не используется, но можно добавить сюда порошок уже рассыпной в мячике. В основной стирке используется двойная норма порошка. Время стирки 2 часа 40 минут. Потребление электроэнергии, что сейчас уже очень важно. Тоже все расписано. 770 ватт-час потребляется при этой стирке. Соответственно, она стирает почти 3 часа. Да, там 2 киловатта с лишним потребится. Потребление воды 62 литра. Количество полосканий 2. И рекомендации, какую одежду стирать в этой программе. Сильная и средняя загрязненная одежда из хлопка, также детское белье, нуждающееся в кипячении. Итак, про каждую программу написано. Например, если взять следующую программу Хлопок Эко, то здесь, обратите внимание, невозможно добавить дополнительные функции. Видите, она просто не сработает, машинка. Все так запрограммировано. Рекомендуется для льняных тканей, для скатертей и так далее. Программа фитнес, видите, тоже можно все добавлять, все функции добавляются. И так по любой программе есть расписано, что можно добавить, что нельзя добавить, и что мы в итоге получим, какие вещи можно стирать при этих программах. Очень удобная табличка, мы ее используем постоянно, потому что запомнить все это обилие информации просто невозможно, да и не нужно. Сейчас я вам покажу, как работает панель управления этой машинки. Итак, при помощи этого колеса мы переставляем программы, все очень просто. Звуковое сопровождение вот такое идет. Нам нравится, кому-то не нравится, можно отключить. Отключается звук очень просто. Вот нажатием 2 кнопок нажали. И после этого уже не будет звука. Видите, ничего не будет работать у вас. Возвращаем нажатием 2 кнопок сразу. Вот, затем, если программа написана синим цветом, значит к этой программе можно добавить пар. Вот кнопочка пар. Нажимаем. Загорается пар, и ваши вещи после стирки будут обработаны паром. Это очень удобно, повторюсь. Если их аккуратно развесить на сушилку, то эти вещи не требуют глажки. Следующий момент, как и во всех машинках, можно регулировать скорость отжима. Видите, 600, 800 и так далее. Регулируем температуру стирки. Можно включить дополнительные опции. Это замачивание, сокращение времени стирки. Можно и то, и другое. Очень удобно. Не ко всем программам добавляются эти функции, как я уже говорил, но для этого у нас есть определенная табличка. Регулируем количество порошка. Можно совсем выключить порошок. Можно на одно деление. Чаще всего мы стираем как раз именно на одном делении. Можно 2 деления. Можно 3 максимальное количество порошка. Можно долгим нажатием выключить кондиционер. Если нам нужно кондиционер включить назад, то мы
Держим 3 секунды, он опять включается. То есть все очень просто. И таймер. Таймер заводится на окончание стирки. То есть машинка закончит стирку через 2 часа. Ставим через 3 часа, через 4, через 5 и так далее. Можно запрограммировать машинку так, чтобы она закончила стирать через сутки после того, как вы ее загрузите. Ну, если это, конечно, нужно кому-то. И все. В принципе, все очень просто. Управление простое и очень приятное. Мы никогда не отжимаем на максимальной скорости в 1400 оборотов. Наша крейсерская скорость 800. Но специально для вас проведем эксперимент. Поставим стакан сока и режим 1400 оборотов. Так, включаем нашу машинку. Включаем режим полоскания. Видите, оборотов у нас 1400. Поехали. Работает насос, видите? 75-60 децибел. Все в порядке. Машинка стоит на месте, не движется. Выглядит 1400 оборотов на машинке Hansa. Все, отжим закончился. Можно сказать, что эксперимент прошел удачно. Машинка стоит устойчиво, не шумит. 80 децибел это ничего. 1400 оборотов перед вашими глазами. У нее же нет фильтра впереди, и сливать воду и чистить фильтр неудобно. Фильтр у этой машинки впереди, как и у других машинок, находится под круглым люком. Шланга нет, но и на прошлой машинке у нас не было такого шланга, поэтому я не могу сказать, насколько это удобно или нет. Для меня это не проблема. Но в этой машинке есть вот очень интересное приспособление. Вот видите, желтый крючок. Потянув за него, вы можете принудительно открыть дверь машинки. Это очень удобно, знаю по своему опыту. Когда машинка блокируется или ломается, и внутри остается белье, очень сложно ее открывать, приходится совершать различные манипуляции. Здесь же очень просто. Вы берете любой узкий инструмент, например, отвертку, и тянете это кольцо вниз, и ваша дверь открывается. Люк мы искали тоже большой, чтобы он хорошо раскрывался, не провисал и был большой, чтобы было удобно закладывать вещи. И нашли в этой машинке. Отклейте наклейку с дверцы. Наклейка у нас цела. Нам очень многие писали, чтобы мы ее отклеили, дескать, это упаковка и необходимо от нее избавиться. И будет видно, что там происходит в барабане. Но нам так больше нравится, наверное, потому что мы уже выросли из этого возраста, когда смотрят в барабан и смотрят, что же там такое происходит. Это был обзор нашей стиральной машинки Hansa спустя 1,5 года. Большой барабан, разнообразные программы, что еще нужно, как говорится, для счастья. А автоматическая подача стирального средства и хорошее качество стирки делает эту машинку незаменимым другом нашей семьи. С вами были Крюковы. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До встречи!